Добрый день, мои любимые леди. Меня зовут Луна. Рада вас приветствовать на своем канале Таро и Леди. Сегодня сделаем онлайн-гадание, расклад карт Таро на вот такую тему. Что тебя ждет, что вас ждет в ближайшие 10 дней? Для того, чтобы расклад получился максимально информационным, подумайте о себе хорошее во время того, как я тасую карты, а не о том, что там где-то борщ кипит. Или максимально мало думайте о том, что где-то кипит ваш борщ. Так, давайте для начала пускай карты расскажут о вас в данный момент, да, чтобы вы поняли, ваш этот расклад или не ваш. Расскажите мне, что у моей леди в данный момент. Как разговаривают, сами хотят выпадать. Что у моей леди в данный момент? Смотрите, в данный момент у моей леди карты Таро показывают это, что есть какой-то молодой человек, или вы думаете о нем, может и не молодой, мужчина. Кстати, тут их аж 3, их может быть и 3, или все эти 3 качества мужчины сложились в одном. Первое — это рыцарь Пентаклей. Вам, наверное, видно. Это такой молодой человек, который играет на дудочке, чтобы ему бросали деньги. Если буквально говорить, то это человек, который много говорит для того, чтобы заработать деньги, да, или, допустим, просто много вешает разных и комплиментов, и лапши, и вранья. То есть он не стоит над тем, чтобы четко говорить, да, что-то делать. И, скажем так, материальное положение у него не лучшее. И, возможно, даже иногда эта карта показывает то, что он все это говорит вам для того, чтобы его материальное положение стало лучше. Сразу за ним выпадает вот такая карта, да. Опять же, рыцарь кубков. У нас тут одни рыцари. Да, это такой молодой человек, опять же. То ли это новый, вообще очень похожий на предыдущего. Возможно, вы просто всех людей таких притягиваете или вас окружают в данный момент. Он одет в клоунский наряд, что говорит о соответствующем его характере. То есть человек веселый, немножко с придурью, некоторым это нравится. Такой себе клоун, да, но очень услужливый, да, на подносе он держит кубки. То есть это может быть и буквальная услужливость, и помощь и вам, и друзьям, и помощь как? Словами в основном, конечно, но иногда он готовен на действия. И вам, и друзьям, и родственникам. Вот такой человек везде такой вот человек. Может, это не помощь, просто разговоры. То есть, любит человек поговорить, что тот, что этот. И у вас было с ним свидание. Какая особенность этого свидания, да? Если молодой человек в лодке гребет веслами, вроде бы он управляет ситуацией, но если вы видите, то лодка движется вперед, а он к этой ситуации сидит спиной. Движение вперед у него спиной. Вроде бы вы им руководите, да, говорите, что, куда и где, но в то же время красный зонтик говорит о том, что вы закрыты. Вы не открылись этому человеку окончательно. И колесо фортуны говорит о том, что скорее это или говорит о цикличности ваших отношений с этими людьми или одним человеком, то, что
то вроде бы лучше в отношениях, то вроде бы хуже, то он есть, то его нету. Или то он такой, как вам нужен, то не такой, как вам нужен. Или говорит о том, что вы видите, вы видите, что это как бы не совсем то, о чем вы мечтали. Но вы хотите испробовать колесо фортуны и попробовать эти отношения. Видите, тут тень, руки вместе, да? То есть вы хотите попробовать окунуться в эти отношения, испытав колесо. А вдруг? И еще раз нам карты говорят о том, что это еще, или это еще третий, то есть у нас выпали вот все рыцари, да, всех почти знаков, вот кроме жезлов, да, действий только нету. То этот человек, который на этой карте, он вроде бы очень настроенный, с букетом и красный пиджак одел, чтобы его женщины заметили. Но посмотрите, он каждому столбу оборачивается, каждую бабу он не замечает, на каждую, он даже вот в столбе, да, ему мерещится голая женщина. То есть, во всяком случае, в мыслях бабник еще тот. Так, с этим разобрались. Теперь давайте посмотрим, что же будет в ближайшие 10 дней у вас. Мужчины, это хорошо, но вы мои любимые леди. Интересно, что у вас будет в ближайшие 10 дней. Смотрим. В ближайшие 10 дней у моей леди, которая смотрит данный расклад. Что будет значимого, что по судьбе, что интересное в ближайшие 10 дней. Вы понимаете, что это не с даты записи видео, а с того момента, как вы открыли это видео 10 дней. Тут, во-первых, вы проявите свою силу. То есть будет возможность проявить свою силу, и это вам принесет выигрышную ситуацию. Да? То есть вы сможете сковать какие-то агрессивные действия или плохие действия, вы их предвидите и их ограничите. Во-вторых, возможно, что какой-то молодой человек или не молодой человек вроде бы и придет к вам, да, но десятка мечей говорит о том, что или не тогда он придет, или уже поздно придет. То есть говорит о том, что станет вопрос о том, что у вас умирает чувство к нему, да. То есть, он опоздал, цветочек принес, а вам уже не до него. И вы выпадаете королевой Пентаклей. Это говорит о том, что или у вас сейчас хорошее материальное, стабильное положение, или будет какая-то перспектива материальная. То есть как-то, возможно, или он к вам придет, или он вас видит как именно женщину, которая все стабильно, ровно, вы уже твердо стоите на ногах, или у вас есть план, который стоять на ногах, как твердо материально. Следующая карта нам говорит, это 8 мечей, о том, что вас попытаются поставить в какое-то положение, когда вы ограничены. Да, то есть попытаются где-то ограничить ваши права, возможности, не знаю, это начиная от ревности и заканчивая ссорами с подруг, которые будут говорить что-то, зачем ты это сделала. То есть какие-то ограничения будут в эти 10 дней. Но, кстати, тут опять отзывается в этой колоде, что у вас достаточно много ухажеров,
Ну, или они появятся в эти 10 дней, тут минимум 3 человека. Ну, возможно, конечно, вот этот пожилой, это ваш какой-то родственник, который просто смотрит на это все, да. Ну, тут, естественно, у всех, ну, тут трость в этой колоде символизирует сексуальную подоплеку. То есть, если вот пожилой мужчина, он вообще трость оставил где-то там в прихожей, да, то есть его сексуально или вы не интересуете, или уже, то есть это может быть даже начальник, или по возрасту это уже не ваше, или просто не интересуете, или он не видит вообще, как это сделать, да, то вот этот вот молодой человек, он прям с тростью в руках, он вот прям ему хочется вас. И вот этот какой-то такой уставший, это может быть какой-то бывший, ну, судя из такого уставшего вида, или буквально уставший человек, он уронил трость к вашим ногам. То есть он готов, но как бы каким-то обстоятельством он это сделать не может. Так, давайте еще раскроем, чтобы понять, куда сила, почему ограничения. Попросим карты Таро показать, с чем связаны, как будут происходить эти действия, которые они нам показали в течение 10 дней, да, чтобы понятнее было и чтобы можно было сделать соответствующие, ну, предупрежден, значит вооружен, да, куда обратить там внимание. Угу. Интересно. Так, смотрим. Господи. Ой, девочки, леди мои. Ну, сила перекликается с силой. Все, что нам пояснили карты, это то, что ваше проявление силы будет где-то на публике. То есть вы не самостоятельно это сделаете, а будут люди, которые это увидят, кто-то это может даже осудит, кто-то будет восхищаться вами. Дальше карта, что он вам уже не нужен. Выпал королева жезлов. И это говорит о том, что потому что вы уже приняли решение. Вот тогда вы вот как королева приняли решение. Вот именно тогда он не нужен, да. Или навсегда не нужен. Ну вот так вы можете принимать решение, потому что вот его трость и шляпочка валяется, и букетик. Не захотели. Не захотели. Ну, тут королева Пентаклей, нам говорят, что финансовые изменения, выпал туз мечей, что это будет, ну, с вашей стороны достаточно агрессивно. Вы начнете действовать, ну, не в смысле ругаться, а в смысле возьметесь и начнете действовать, чтобы ваше финансовое положение или стало более стабильное, или придется защищать, да, ваше положение материальное, или двигаться куда-то. Это вы уже смотрите по вашему, это общий расклад, по вашей ситуации. Также вот те ограничения, которые я спрашивала, тут очень интересно получается. Как бы ограничения, которые у вас в жизни, они связаны с молодым человеком. То есть или это может быть тот человек, с которым вы сейчас в отношении. То есть он может проявить ревность, он может не пустить вас куда-то, может запретить там, не знаю, может это бывший, может это просто какой-то мужчина, который считает, что вы ему принадлежите, это на самом деле не так, или мечтает вами обладать, и он у вас будет ограничивать. И самое интересное, это, вот вы помните этих 3 ухажеров, то карты показывают, что они между собой, ну не буквально, конечно, поссорятся, и будет очень большой вред нанесен одному из них, да, ну тут может быть бывший, теперешний, любые варианты, просто поклонник. И самое интересное, что вы в этой ситуации выберете того, который пораженный. Вы наконец-то поймете, что вот он там сражался, его, ну вот, не люблю я, когда строятся отношения на жалости женщины, но это большинство отношений.
То есть большинство отношений женщина жалеет мужчину, особенно отношений, которые не совсем складываются, да. Она его жалеет, и так происходит. Так, давайте посмотрим на этот расклад и попробуем смягчить самые неположительные моменты, которые нам показал этот расклад. Что, на мой взгляд, я бы убрала для того, чтобы мы обратимся в конце расклада. Кто мне подписан, знает, к силам высшего рода, силам вашего рода, извините, к высшим силам, к ангелам-хранителям, чтобы убрать препятствия, которые показал данный расклад. То есть, расклад, в принципе, спокойный вышел. Ничего смертельного я не вижу, чтобы убирать, но определенная корректировка будет нам только на руку. И можете писать, кстати, в комментариях, чтобы вы еще убрали из этого расклада. Давайте оставим вам всех ухажеров, какие они ни есть. Если даже они плохие, будем ждать лучших. Убирать их, не показывают тут карты, что они вам какое-то зло несут. Да, не совсем они ваши, но, возможно, у вас получится. То есть колесо фортуны падает. Пускай будет свидание. Давайте смягчим вот эту ситуацию и, возможно, уберем, да, где вам нужно будет проявлять силу еще и на публике, да, не очень красиво. Это мы оставляем, вы предупреждены, захотите, поступите по-другому. Это расклад Таро. Таро, вы знаете, как раз предназначено для того, чтобы показывать то, что будет в будущем, и вы уже готовы и предупреждены. То есть оставляю на ваш выбор, хотите вы его принять, не хотите, все в вашей власти. Так, ваши действия по обогащению вашему тоже оставляем. Давайте уберем, почему-то вас какой-то мужчина должен ограничивать. Давайте вы сами будете решать. Тем более там может быть, мало ли как он там ограничивает. И то, что поклонники хорошо, но мне не нравится, что одного, чисто по-человечески, что одного поклонника как бы сильно обидит, и вы там расстроены. Тоже вот это уберем. Так, в принципе, расклад неплохой на 10 дней. Давайте теперь поработаем с этими картами, да, вот наши. Так, вспомните их, да, чтобы когда я буду читать обращение к высшим силам, вы вспоминали те препятствия, да, и просили силы вашего рода, высшие силы, ангелов-хранителей убрать. Если вы хотите, кстати, хотите что-то оставить, вы можете просто об этом не думать. Так, я ищу пока карту Верховного Суда и карту мира, а вы вспоминаете, если у вас прямой контакт с ангелами-хранителями вашими, то вспоминайте, как они вам помогли, скажите лишний раз спасибо им, вспоминайте свою силу рода, сколько людей за вами стоит. Это важно, чтобы у нас получилось убрать препятствия. Так, сейчас. Вспоминаем, настраиваемся. Вспоминаем те препятствия, которые показал расклад. Да. Так, что-то у нас не так просто. Вот, все. Получилось. Видите, сколько проблем. Хорошо. Так, все, девочки, сосредоточились. Накрываем все Верховным судом. Вы знаете, Верховный суд, он слеп.
Ему нужно показывать проблемы, рассказывать. Дальше он уже решит, помочь в этой конкретной ситуации или не помочь. Потому накрывается картой мира. Мы не можем заставить Верховным судом решить все проблемы, но можем им указать, да, и попросить. Так, все, девочки. Обращаемся к высшим силам, к силам рода, к ангелам-хранителям. Пусть все хорошее беспрепятственно проявится в жизни у всех, кто смотрит это видео. Просим убрать все препятствия, которые показал расклад карт Таро. Просим, чтобы все мечты сбывались, чтобы жизнь стала счастливой, чтобы вы любили и были любимыми, чтобы всегда были деньги, чтобы их всегда хватало. Убираем препятствия по Верховному суду. Да будет так. Сейчас мы проверим, получилось ли у нас убрать. Также не забываем в комментариях писать «Спасибо, да будет так». Ну и все, что вы хотите писать в комментариях. Если что, мы повторим. Кстати, вот мне там писала не очень хорошая леди, что я там подкашливаю, икаю иногда. Вы просто немножко не понимаете процесс, да, как он у меня происходит. Когда я смотрю кого-то и у кого-то порча, то это все отражается на мне. Да? То есть, если я там где-то кашлянула, то это что-то плохое вышло. Не надо умничать в комментариях. Обидно все-таки. Ладно, девочки, смотрим, получилось ли у нас убрать препятствия. А вообще вы у меня самые лучшие. Препятствие, которое показал данный расклад карт Таро. Покажите мне карты Таро. Смотрите, какое прекрасное свидание. Никаких вам убийств. И показывает, что какой-то мужчина за вами наблюдает. Очень сознательно наблюдает, то есть со всех сторон. Вот. Давайте я покажу. Это вот свидание на людях. А это, что мужчина наблюдает. Видите, он все коробочки ваши пересматривает, может вспоминает, может Инстаграм листает или что там, какие-то социальные сети. Но эта карта, к сожалению, может показывать, что какой-то мужчина может даже залезть вам в телефон или в сумочку все перебрать. Но мужчина наблюдает. Я не вижу в этом негатива. Пускай наблюдает, тем более вы будете знать, что там нужно все подчистить. Или не давать ему такую возможность. Так, хорошо. Пишем в комментариях. Спасибо, да будет так. Пишите в комментариях, как у вас проявился этот расклад. Что у вас сбылось. Это очень интересно, я все читаю. Хорошего дня, безумно хорошей ночи. Спасибо, да будет так, ваша Луна.